Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Цену на российскую нефть нужно зафиксировать на уровне порядка $30 за баррель. Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Украина требует понизить прайс-кэп на российскую нефть, что совпадает с угрозами Трампа на снижение цен на энергоресурсы. Почему Украину так беспокоят вопросы цен на нефть? И как у нее самой дела с нефтью, да с нефтепродуктами? И тут, получается, Украина хочет второй раз унизить Евросоюз? Или как? Что такое price cap? Что такое вот этот потолок цен? Это вообще забавная штука, которую у нас понимают не совсем правильно, ну, не совсем верно. Это механизм, который, формально являясь неким ограничителем для России, неким дополнительным наказанием, в действительности является легальным способом обходить существующие санкционные ограничения, как американские, так и европейские. В 2022 году, когда ценовой потолок появился, он появился в определенном историческом контексте. Этот определенный исторический контекст выглядел следующим образом. В марте 2022 года Байден, тогда еще президент Соединенных Штатов, говорит: мы сейчас наложим санкции на Россию и с мирового рынка выгоним российскую нефть, которая перевозится морем. Мол, мы надавим на Россию, европейцы надавят на Россию, все мы надавим, запретим русским пользоваться нашей экосистемой морских перевозок, а это не только танкеры, это и всякие там страховые компании, это финансисты, это брокеры. Страховые компании в основном это кто у нас? Это Великобритания, это ряд стран Европейского Союза, это Норвегия. Ну, в общем, понятно, все это персонажи, сконцентрированные либо в Штатах, либо в Европе. Поэтому, если Европа вводит санкции, ну, там Евросоюз, Великобритания, там присоединившиеся к ним страны, и если вводят санкции США, то действительно есть угроза для безопасности перевозок российской нефти, могут возникнуть какие-то сложности, и, может быть, вообще эта нефть не сможет быть перевезена. Ну, страшно? Страшно. Более того, всем стало страшно, всему рынку стало страшно, рынок впал в панику, устроил истерику, и цена нефти поднялась. То есть нефтяные котировки сразу после этих слов и пробили $100, 110, 120 и устремились к $130 за баррель. Потому что если с мирового рынка уходит 2-3 миллиона баррелей в сутки, это тот объем российской нефти, который мог оказаться, как говорили крупные уважаемые аналитики, у них там, так вот, которые могли пострадать от введенных санкций Штатами, а в перспективе Евросоюзом, Великобританией, вот этими всеми персонажами. То есть большая семерка плюс Евросоюз. Вот так обрисуем. Так вот, 2-3 миллиона баррелей, если уйдут с мирового рынка, то это будет дефицит. Это будет колоссальный дефицит, на который чем отвечать вообще не ясно. Хотя, постойте, уважаемые аналитики говорят, что страны Ближнего Востока заместят Россию. Вот Саудовская Аравия, вот Объединенные Арабские Эмираты. Мы сейчас их попросим, у них мощности есть, и они заместят российские 2-3 миллиона баррелей. Собственно, руководство Соединенных Штатов примерно эту мысль задвигало. И Международное энергетическое агентство в своем прогнозе мартовском, если я правильно помню, мартовском прогнозе о грядущей ситуации на мировом рынке как-то пробрасывала вот эту тему. Но тут забыли спросить самих саудитов и Эмираты. А те, после того, как мысль эта прозвучала, заявили: у нас нет технической возможности. Ой, точно нету. Сначала министр энергетики Саудовской Аравии сказал: точно нету в мае. Потом Байден поехал на заседание вот этих ближневосточных стран, и там ему еще раз сказали: да-да, нету возможности. Знаете, вот, может быть, и хотели бы, хотя не очень. Не очень хотим. Но вот вы приходите в 25-м, 26-м, 27-м году, вот тогда, может быть, у нас такая возможность появится. Пока, извините. Ой, сказали страны Европейского Союза, которые вот где-то в промежутке между беседами с министром энергетики Саудовской Аравии и беседами с наследным принцем Саудовской Аравии.
успели принять свои санкции против России, ввести, ну, определить сроки эмбарго на российскую нефть. То есть в начале июня принимается шестой пакет санкций, в котором прописано, что с 5 декабря 2022 года прекращается импорт нефти из России и вводится запрет на морскую транспортировку судами, которые располагаются в Европейском Союзе. Это в первую очередь это Греция, это Кипр. Вот. И запрещено компаниям из Европейского Союза какие-либо услуги оказывать, ну, в рамках вот этих морских перевозок. То есть страховать нельзя, финансировать нельзя, ничего нельзя. Великобритания тоже присоединяется, и получается, что на фоне вот этого никто вам не поможет. Ближний Восток сказал, нет возможности, ребята. То вы только что подписали срок, когда у вас возникнет дефицит. То есть если у вас все получится, в плане наказания России, ограничения морских перевозок, то вы создаете условия для просто небывалого дефицита. Ой, сказали страны Большой Семерки Европейского Союза, с этим надо что-то делать. Надо с этим сделать потолок цен. А давайте потолок цен сделаем. Почему? Мы же можем скорректировать ранее введенные санкции. Ты что? Как мы можем скорректировать ранее введенные санкции? Это же будет политическим поражением. Это практически капитуляция. То есть вы только что санкции ввели, и тут же какие-то послабления вводите. Это недопустимо. Мы уже успели всем сказать, что переговоры невозможны, любые переговоры – это капитуляция, вообще против демократии ведется война. Не в смысле против Украины, а реально против, там, Урсула фон дер Ляйен выступала в стиле, что это война против нашей демократии, их вот персональной, вот, которые у них там в рамках, видимо, Еврокомиссии и Европейского Совета, у них какая-то демократия есть, вот против нее война идет. Вот. И надо было придумать тогда какую-то систему, которая не выглядела бы как послабление, которое не выглядело бы как капитуляция. То есть это не мы придумали, это они такое слово стали использовать в этом контексте, но которое бы формально, являясь наказанием, давало бы разрешение России продолжать пользоваться, как раньше, вот этой экосистемой. Потолок цен. Вот так вернулись к идее потолка цен. Притом этот потолок должен был быть на таком уровне, который бы не заставил Россию сказать, вы что, дураки, что ли? В смысле? Мы не будем по такой цене пользоваться вот этим безобразием, которого вы нам предлагаете. То есть потолок цен, являясь наказанием, должен был быть привлекателен. То есть не выгодным в полном смысле этого слова. Серии, ребят, да просто приходите и возите. Мы глаза закроем. Нет, он должен был содержать какие-то ограничения, но ограничения, не влияющие фатально на российскую экономику, на экономику нефтяных компаний, на экономику поставок нефти. Поэтому сам по себе параметр вот выбранный в $60, там опуская ряд моментов, которые, они интересные, но это будет долго их проговаривать. Так вот, $60 был выбран в итоге. Предельная цена российской нефти была выбрана на уровне $60, ну или ниже. То есть, если нефть ФОБ, то есть в порту отправления, продается по $60 или менее, можно пользоваться услугами вот этой западной экосистемой морских перевозок. Откуда цена взялась? А цена высчитывается так. Минус 5% от рыночной цены и округляем. Ну, в сторону понижения. То есть разница между потолком цены и рыночной ценой должна быть не менее 5%. На тот момент цена российской нефти была порядка $65. Ну вот 5% убрали, округлили в сторону понижения, получили $60. Нормальная, хорошая цена. Ну, почему 5%? Потому что там как раз получалось, знаете, транспортные расходы, вот, ну, где-то вот 7-8, они вот где-то... Я несколько утрирую сейчас, безусловно, то есть это не надо воспринимать как указание точных данных, но для понимания, почему это нам могло быть выгодно, почему они считали, что мы согласимся. Они это озвучивали, что, ну, а куда Россия денется? У нас надежная, дешевая, выгодная экосистема, поэтому надо в ней оставаться. Заговорили в Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки. Они следят за выполнением санкций, и вот истории с потолком цен тоже. И получалось, что, ну, $60 ФОП, ну, ребят, ну, там транспортные расходы накинуть, ну, нормально получается. Заработайте же все равно. Чего вы мнетесь? Давайте, идите к нам. Да, стена санкций нерушима, но есть калиточка.
Чуть-чуть пригнули голову, даже кланяться не надо, голову пригнули и прошли, и все. Может, даже на коленке чуть-чуть так, коленки подсогнул и прошел в калитку. Ну, проходи, не стесняйся. Постучался, заходи. Тогда, как обсуждали, тогда в 22 году, когда еще не были приняты вот эти параметры, вот эти $60, уже озвучивались предложения. А давайте $30 назначим. Но только кем озвучивались эти предложения? Великой Польшей, Великой Литвой, Великой Латвией и самой великой страной. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте поставим на паузу. Напишем в комментариях, какая еще великая страна осталась из перечисленного списка, которая напрашивается как бы здесь. Вот, ну, как бы вот Польша, Латвия, Литва. Правильно, Эстония. Вот 4 великих державы в едином порыве сказали, нет, $30. Они это сказали не в рамках переговоров с другими странами Европейского Союза, Большой Семерки, нет. Они устами отдельных чиновников это публичили в информационном пространстве. И Украина такая, да, $30, $30. Поэтому я, когда вижу вот эти заявления сейчас про $30, у меня острейшее чувство дежавю. И, кстати, связанное не только с осенью 22 года. Потом, в 23 году, примерно тот же состав участников выскакивал и кричал $30 назначить России. В 24 году примерно тот же состав участников. $30 назначить России. Я не знаю, почему им нравится $30. Честно, не знаю. Но вот тот факт, что эти $30, они обмусоливают уже 2,5 года и не позволяет мне связывать эту историю с тем, что тут Трамп говорит, да-да, мы снизим цены. Вы как снизите цены? Нет. Могут цены снизиться в целом? Могут. Могут они прям упасть до $60, до 50, до 40. Опыт показывает, что могут, конечно. Просто они и без Трампа падали. Они падали в конце нулевых. Они падали в период с 14 по 16 год. При Трампе они падали, да, падали вот в 18 году и в 20 году. Ну, если только Трамп лично не съел этого летучую мышь, после чего чихал на всех и распространял коронавирус, то, вы знаете, вот это падение цен вообще с ним не связано. В 2018 году, что характерно, я уверен, что есть у нас аналитики, которые могут сказать, да-да, это видите, вот падение цен, это потому что Трамп, он там заявлял, что цены несправедливо высокие, их надо снизить. Так он и в 2019 году заявлял, что цены несправедливо высокие, их надо снижать. Хотя они к тому моменту снизились по сравнению с 2018 годом. Ему, понимаете, это политическая фигура, которая выкрикивает какие-то вещи, которые, ну, публике нравятся. Это не значит, что за этими выкриками последует какое-то реальное действие. Это не означает, что он это выкрикивает, потому что есть какой-то план, и он его придерживается. Тем более, когда он раз за разом это выкрикивает, ситуация может быть разной, притом от него не зависящей. И либо ничего не меняется, либо цены могут снизиться, но с ним это не связано, либо цены могут даже вырасти, что опять же с ним не связано. Ну так, знаете, если вы 100 миллионов каких-то выкриков делаете, то какие-то из них попадут в цель, чисто статистически. Вот с Трампом примерно такая же история. Могут цены снизиться? Могут. А могут не снизиться. Есть разные варианты развития событий, никак не зависящие от Трампа, что характерно. И вот эти выкрики с Украины о том, что «О, тут $30». Дорогой друг, кому-то, может быть, Трампу, мы пока не знаем. Может, он его встретит, обнимет, скажет: «Ермак, лапочка, господи, как же давно я тебя не видел». Вот. $30 противоречат сути потолка цен, противоречат назначению потолка цен. Ну и кроме того, вы уже не первый раз выкрикиваете про $30. Помогло? Помогло? Нет? Ну, с другой стороны, выкрики ведь не для того, чтобы помогло, а для того, чтобы сказать: «Ах, моська, знать она сильна». Кто помнит продолжение, обязательно напишите в комментариях. Мы очень хотим, чтобы комментариев было больше, и выдача этого видео была более масштабной. Ну а на сегодня все.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Александра Фролова, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, и подпишитесь на нефтегазовую игру, мой телеграм-канал и на телеграм-канал Инфотек. На сегодня все. Всего хорошего.